Я думаю, что все поменяются с соседами, так должны полную ротацию сделать, да? Так, полную. Ну все, спасибо. Вопрос такой, what language you prefer me to speak? I can speak English, I can speak Russian. Which one is better? Because there are some people who don't speak Russian here, but there are not so many of them. But I can use both languages. So Russian, right? Alright. English is better. Who wants me to speak English? Все грубо. Хорошо, буду на русском. Несколько дней назад один мой знакомый давал мне советы о том, как сделать презентацию интереснее, и один из его советов был в том, чтобы он говорил, что нужно в конце презентации или вообще всю презентацию стараться давать какие-то практические рекомендации. То есть делать так, чтобы в итоге публика, аудитория уходила домой и что-то такое хотела применить, или имела какие-то примеры кода, имела какие-то библиотеки, которые вы хотите использовать. Тогда презентация будет интересна. Я согласен с его советом, но сегодня этого не будет. Сегодня не будет никаких примеров, сегодня не будет никаких конкретных библиотек использования. Сегодня будет такой разговор более общий, абстрактный. И я попытаюсь рассказать вам о проблеме, которую я вижу, о той боли, которая у меня есть, и о том, как я ее пытаюсь решить и предлагаю вам ее решить. То есть разговор будет достаточно абстрактный, и речь пойдет о Java и объектно-ориентированном программировании. Я месяц назад выступал в Минске здесь, и кто был на моем выступлении? Оно было про... Ага, несколько человек было, все равно пришли еще, это хорошо. Хотя там было больше людей, значит остальные не пришли. Я спросил, задал такой вопрос аудитории, кто помнит, кто там был, может помнит, вначале. Нравится ли вам тот код, который вы пишете? Нравится ли вам тот код, который вы читаете? Нравится ли вам те Java продукты, с которыми вы работаете, если вы смотрите на их исходный код? Нравится ли вам тот продукт, да, с которым вы работаете, и который вы читаете, то есть тот Java текст, с которым вы имеете дело? И ответ был да. Многие люди подняли руки и сказали, да, нам очень нравится код, мы, в общем-то, довольны тем, что... Мне было трудно дальше вести доклад, потому что он был весь построен, в общем-то, исходя из обратного предположения. Людям в основном не очень нравится, потому что чем они работают. И мне, на самом деле, не очень нравится тот код, с которым я сталкиваюсь, в основном open source, то есть это open source библиотеки. Это один из классов в Clojure. Есть такой язык, который написан на Java, Clojure. Это один из его классов, там 8000 строк кода. Я так показать вам решил, посмотреть, понравится вам или нет. Так вот я считаю, да, это бредово. Так вот я считаю, что сейчас ситуация так сложилась, сейчас такая, то, что я вижу, мы имеем большую проблему. И я хочу ее обозначить как война. Идет война между добром и злом, между тьмой и светом. И я сегодня покажу, кто эту войну ведет, как мы можем ей противостоять, и хочу вам задать вопрос в конце, на какой стороне вы находитесь. Хочу вас агитировать перейти на другую сторону. Будем до конца смотреть, там 8000 строк. Я внимательно смотрел на этот файл, там действительно 8000 строк, там больше около 100 коммитов, то есть больше 100 человек редактировали этот файл. Это не файл, созданный какой-то там автоматическим генератором. Это реальный текст на реальной Java, который реальные люди модифицируют. Он написан в 2007 году, и вот в течение 9 лет вот ребята этот файл поддерживают. Ну, я думаю, мы можем остановить, да? Вот так выглядит война, которую я вижу. С одной стороны находятся вот эти вот 4 проблемы, 4 наших врага. Ну, мои так точно, посмотрим ваши линии. А с другой стороны находится объектно-ориентированная программа. С одной стороны это, во-первых, книжки, которые нас учат неправильно программировать, которые нас учат не тому программированию, какое оно должно быть, которые дают нам информацию, и знания, и идеи, которых не должно быть в наших головах, дают нам вредные идеи. Вторая проблема — это языки программирования. Например, Java, самый главный язык программирования, самый популярный в мире, объектно-ориентированный язык. К нему можно добавить еще массу других языков, Ruby, например, Swift язык, недавно появившийся от фирмы Apple. Даже современные языки объектно-ориентированные, они повторяют те же ошибки, они повторяют те же проблемы и дают нам то, с помощью чего мы можем написать только вот такой код, который мы только что видели. То есть я обвиняю в том коде, который мы только что видели, вот эти четыре наших врага. Это книги, которые нас неправильно научили, и мы такое создали. Во-вторых, это язык, который нам дали, и мы такое создали. В-третьих, это фреймворки, которые нам дали, и с помощью этих фреймворков мы волей-неволей должны создавать тот код, который мы создаем. И четвертое — это компании, крупные компании. Я поставил Google во главе этой компании.
компании, в основном благодаря их Android SDK, который задает тон Java программирования второй или иной степени. Можно сказать, что это не совсем, так сказать, мейнстрим Java, это какой-то его ветвь из Java. Но тем не менее, Android вместе с компанией Google, а также масса других компаний помельче, которые выпускают что-то на рынок и вкладывают в это деньги, они тоже нам сильно мешают. И дело даже здесь не столько в ООП, как таковом, не только конкретно в ООП, как жертве этой войны, точнее, как ее одной из участников, которая проигрывает, а скорее в таких вот двух разных подходах. С одной стороны, с левой стороны, я написал на английском, я думаю, все понимают. С одной стороны, мы имеем подход, который пропагандирует вот эти все 4 ребят, которые стоят слева. Если это работает, значит оно хорошо написано. Этот closure файл, он действительно работает. Действительно, это 8000 строк кода, они действительно работают, они действительно популярны. Действительно, closure это там один из популярных языков на рынке. Все в порядке. В чем проблема? А с другой стороны, есть другой лагерь, который поднимается другой флаг. И я этим флагом сегодня буду размахивать. На этом флаге написано, если это хорошо написано, тогда это будет работать. Но не наоборот, понимаете разницу, да? Вот у меня есть статья на блоге о том, что ORM, может быть, кто-то читал, о том, что ORM в Java это не совсем правильный, точнее совсем неправильный подход к управлению персистенсом. И стоит его не использовать, а стоит работать по-другому. Мне позавчера написал парень вот такой комментарий к этой статье. Там много комментариев, многие пишут разные гадости, обвиняют меня в том, что я не прав. Но такой комментарий был вчера. Он там длинный, я из него кусок вырезал. И этот Виктор, я не знаю кто, он там без фотографий, но он написал сначала много слов, а потом в конце он так примерно резюмировал, что ты сначала заработай $1 миллиард на какой-то другой технологии, а потом скажешь, что ORM плохой, и скажешь, что это новая технология лучше. То есть он фактически тот самый вот этот флаг поднимает. Он говорит, мы уже используем это все. Да, оно, допустим, там неправильно. Да, оно 8000 строк кода. Но оно работает. Какие проблемы? Вот ты построй по-своему, сделай как-то иначе, чтобы там было не 8000 строк кода, а как-то по-другому. Заработай на этом $1 миллиард. А потом мы тебе все поверим и поймем, что ты действительно прав. Вот такой аргумент. И я выступаю против этого аргумента. Мне кажется, он неправильный, потому что он нас ведет всех вместе к большому поражению в этой войне. В итоге у нас от ООП практически ничего не останется. Уже сейчас есть масса докладов и выступлений под заголовками ООП is dead. Я думаю, вы слышали о таких, когда обвиняют ООП. Вообще говорят, что объектно-ориентированное программирование в принципе мертво, его не стоит использовать. Есть какое-то другое программирование, которым мы сейчас все пользуемся. И действительно это так. Действительно у нас сейчас другое программирование. И сейчас мы разберем вот эти 4 врага по пунктам. У нас их 4, помните, это книги, это Java, это фреймворки и это компания Google. И на этом закончим. Враг номер 1 – книжки. Книжки разные, они все прекрасно, подробно, очень тщательно рассказывают о том, как программировать в Java, какие используют библиотеки, и как вызывать методы, и как создавать классы, и как их между собой использовать. Но они серьезно ошибаются в главном, если книги об объектно-ориентированном программировании. Они неправильно представляют нам объект, они неправильно представляют нам ключевую концепцию ООП. Например, начнем с Википедии. Это не книжка, это нечто даже большее, чем книжка. Вот как Википедия определяет объект. Википедия считает, что объект — это данные, у нас так называемые атрибуты, и код, который к этим данным прикреплен. Это механистический подход к пониманию объекта, механистический, в котором объект представляется как просто действительно набор данных, у которых есть прикрепленный функционал. Это чистый процедурный подход, процедурный взгляд на ООП, который не должен существовать, который ломает наше понимание, который разрушает нашу, даже, может быть, неокрепшую ООП психологию и возвращает нас обратно в процедурное программирование. Лучше идти не будем, можем потом обсудить этот вопрос. Книжка номер 2, тоже очень популярная, я тоже на нее вырезал кусок, который говорит, что каждый объект это выглядит как компьютер, у которого есть состояние и операции, которые он может выполнять. Опять же, это чисто механистический процедурный взгляд на объект. Это что-то такое вроде маленького компьютера, мы его вызвали, он для нас поработал, вернул нам результат, и опять мы контролируем ситуацию. Вместо того, чтобы в ООП должно быть наоборот, объекты должны контролировать ситуацию, а не те, кто эти компьютеры, так называемые компьютеры, вызывают. То есть относиться к объекту как к компьютеру, это заранее превращать себя в процедурного программиста. Заранее делать из себя из объектного программиста процедурного. И центральные книжки нам это рекомендуют. И это большая проблема. Еще одна книга. Класс — это коллекция данных, которая содержит значения и методы, которые оперируют на этих значениях. Опять тот же самый подход, опять тот же самый взгляд. Книжка прекрасная по Java, ее можно читать, ее нужно читать тому, кто учит Java, но в итоге, изучив эту книжку, вы остаетесь с пониманием, что вы программируете на COBOL или на Pascal, только синтаксис у вас Java. Только у вас больше библиотек, у вас больше функционала, у вас больше этих
в открытом доступе этих jar файлов. Да, все прекрасно, зачем нам Pascal, у нас есть Java. Но мы остались головой там, в Pascal, в Cabol, в Assembly. Языке, в котором контроль находится у нас в руках, а объекты для нас лишь выполняющие какие-то операции время от времени наших подчиненных. Должно быть совершенно наоборот. Объект должен контролировать ситуацию, вы должны объекту отдавать управление, и он главный, а не мы. И вообще мы такого не должны существовать. А это процедурный взгляд. Еще одна книжка, которая более старая, я так понимаю, она старше, чем эти книги по Java, это Страус, я думаю, его читал кое-кто из присутствующих. Рекомендую почитать, она очень так широко раскрывает функционал языка C++, дает много важного, много ценного из C++, чего, на мой взгляд, вообще не должно быть в объектно-ориентированном программировании. Но в C++ огромное количество функционала разного, чего в Java нету. Но все равно взгляд остается процедурным. Вы видите, что здесь еще более механистический процедурный взгляд. Страус говорит, что объект это просто кусок памяти, в котором лежат какие-то типы данных. И мы, соответственно, с этой памятью будем работать. То есть чем мы тогда отличаемся от программиста на ассемблере, у которого тоже есть кусок памяти, у него тоже есть какие-то функции, которые надо этой памятью конкретировать. И я слышал много слов о том, что Smalltalk вроде бы объектно-ориентированный язык. Я никогда не программировал на Smalltalk, но вот я слышал там на конференциях, люди говорят Smalltalk. Smalltalk был в то время, когда я ходил еще в начальную школу, и поэтому никакого опыта не было. Я посмотрел какие-то блоки кода на Smalltalk и открыл вот такую книжку про Smalltalk. И почитал, что же Smalltalk говорит нам про объект. И оказалось, что объект состоит из памяти и набора операций. То есть Smalltalk ничем особо не отличается от того, что мы имеем в Java. То есть проблема конкретно не в языке программирования, не в том, что Java взяла и все испортила. А я думаю, что и в Smalltalk было неправильное понимание. И в Smalltalk было механистическое понимание этого объектного программирования. И даже, может быть, создатели ООП, я так предполагаю, даже создатели ООП, возможно, не совсем правильно, не совсем точно понимали, чего они создают, на мой взгляд. Я нашел только одну, да, я немного критикую, но набирает, накапливать эту информацию, потом, может быть, что-то останется, можем обсудить. Я нашел только одну книгу, которая мне нравится по ООП, которую я считаю правильным направлением мысли, которая определяет объект следующим образом. Они говорят, что Дэвид говорит, что объект это эквивалент квантуму, из которых создана Вселенная. Такой взгляд на объект, мне кажется, правильным. Он звучит, может быть, странно для процедурных программистов, включая меня. Я тоже в прошлом процедурный программист много лет. Но такой взгляд на объект, такое отношение к объекту, оно действительно меняет сознание программиста, действительно превращает его в объектного программиста. То есть механистический взгляд это то, что нам дают книги, а правильный взгляд это то, что нам никакие книги не дают. Я в конце прорекламирую свою книжку, я написал книгу тоже в этом направлении, попытался этот вот взгляд, вот этот абстрактный взгляд, на который вы смеетесь, превратить его в какую-то более практическую рекомендацию. Потому что это звучит достаточно абстрактно и непонятно, как, вот, исходя из этого, написать себе код на Java. То есть, что конкретно предлагается. Потому что в предыдущих примерах действительно понятно. Есть блок данных, есть к нему операции, давайте их слепим, вызовем этот наш объект, создадим его, вызовем там пару операций, он для нас поработает, вернет нам результат. Все прекрасно. В этом случае какой-то квантум, какая-то вселенная, как это сложить все и преобразовать в код на Java. Не очень понятно. Я попытался это сделать, дать какие-то практические рекомендации. Но в общем ситуация именно такая. Масса книг, они пишут чисто технические вещи, не дают нам фундаментального представления о том, что такое ООП. Они с левой стороны, мы справа, они выигрывают, мы проигрываем. Проблема номер два, не проблема, а фраг номер два. Это языки программирования. Главная часть моего доклада. Языки программирования. Я рассмотрю Java, я на Java пишу, поэтому я Java покажу. Я нашел, посмотрел внимательно на код на Java, чужой мой, и вот я считаю, что вот эти ключевые слова, которые я здесь написал, вот если их убрать из Java вообще, то язык станет значительно более объектно-ориентированным. Вот я считаю, что вот эти ключевые слова, они вот реальная проблема в языке Java. Вот они были введены в Java по ошибке людьми, которые не понимают, что такое объектно-ориентированное программирование. Знаете эти ключевые слова, да? С какими из них вы не хотите расставаться? С Final не хотите, да? Сейчас мы обсудим. Final обсуждать не будем, но некоторые обсудим. Я решил, некоторые из них, на некоторых согласиться. А нет, Final будем меня. Все правильно. Начнем с Final. Да, Final это важная вещь. Идея в чем? Почему мне не нравится ключевое слово Final? Потому что имея Final, мы имеем не Final. То есть, по моему мнению, должно быть все Final. То есть, раз они ввели слово Final, значит, они предполагали, что что-то у нас будет не Final. Что такое Final, знаете, да? Не надо объяснять. То есть они предполагали, что у нас будет mutability, у нас будут изменяемые объекты, у нас будут изменяемые переменные, у нас будет что-то изменяемое в нашей Java.
И поэтому они ввели слово final. Если final слово и отсюда мы имеем проблему. Мы имеем то, чего мы не имеем. Мы не имеем mutability правильно в Java. Мы имеем эти ужасные сеттеры, которые, я считаю, большим злом, которые покрывают огромное количество библиотек в Java, они присутствуют везде, эти сеттеры. Когда мы создаем объект, а потом начинаем сетить в него какие-то значения. То есть фактически работаем с ним как с хранилищем данных, а не с объектом. Просто нашпиговываем его данными, а потом что-то с ним делаем. Или вообще не делаем, а просто вкладываем в него данные, потом его куда-то передаем, а следующий получатель из него эти данные вытягивает. Это чисто процедурное управление объектом. Дальше мы имеем dynamic model, то есть модель, знаете, наверное, что это такое. Это когда у нас куча объектов создана именно в таком ключе, они ничего не умеют делать, кроме как хранить данные. То есть они фактически являются структурами данных, которых не должно быть в объектно-ориентированном программе. А все виновато это слово file. Ну, имеем фактически структуру данных. И в итоге мы имеем процедурное мышление. Мы мыслим процедуру. Мы мыслим так, как будто объект это что-то вторичное для нас, а мы, то есть какая-то процедура, это что-то первичное. То есть мы это, например, не знаю, процедура на языке Groovy, это очень хорошо подходящий под процедурное программирование язык, нужно скриптовый язык. То есть это некий скрипт. У нас есть объекты, находящиеся в стороне от нас, мы туда положили кусок данных, потом достали кусок эти данные, потом достали еще, потом их как-то скомбинировали, опять разложили по сторонам. Процедура идет сверху вниз, как в языке ассемблер, а данные лежат по бокам. Это архитектура процессора, так работает компьютер. Но так не должен работать мозг в объектно-ориентированном программировании. Так работает машина. Да, в машине действительно есть код, выполняемый сверху вниз, и есть данные, которые находятся в стороне от этого кода. Но ООП оно не об этом. Вторая проблема это статика. Это ключевое слово, которое определяет статические методы, статические property. Это тоже огромная проблема в ООП. Она вообще никакого отношения на статик не имеет к ООП, потому что эти все статические функции, методы, функции, назовите их как угодно, я бы назвал их процедуры. Эти статические процедуры, они лежат вне объекта, они могут вызываться вне объекта, они являются в чистом виде процедурами на языке Basic, которые каким-то образом пришли в язык Java. Каким образом мы понимаем? Программисты 20 лет назад, когда Java появлялась, большинство программистов было процедурных, они писали на C, их нужно было как-то эту армию людей перетащить на Java, поэтому действительно многие из них просто не понимали, как мыслить объектно-ориентированно, но ни у кого не было особого желания их учить, и поэтому и времени, и денег, поэтому им дали статик. Мы раньше писали процедуры, ну и сейчас мы можем писать процедуры. Раньше у нас были функции на языке C, как написан весь Linux, kernel, вы знаете, наверное, написан на языке C, то есть там все состоит из больших таких, больших маленьких разных функций. Все эти функции имеют уникальные методы. Их там десятки тысяч функций. Для того, чтобы управлять, для того, чтобы, когда софт работает, он вызывает из функции в функцию, переходит из функции в функцию, переходит в управление. То же самое сделали в языке Java. И программисты с радостью перепрыгнули на Java, потому что она имеет там, у нее нет поинтеров, у нее есть garbage collection, у нее есть управление памяти более удобно. Замечательно, нам будет проще жить, давайте перейдем и перетащим с собой весь наш менталитет. Все, перетащим, будем программировать, как мы раньше программировали. Так случилось 20 лет назад. И эта ситуация не поменялась. Мы продолжаем делать то же самое. Мы учим новых программистов, откройте одну из этих книжек, описание статических методов, utility классов, синглтонов, вся вот эта вот, весь этот мусор, он приходит вместе со статическими методами. Я называю мусором utility classes и синглтон. Это то, чего не должно существовать в ООП. Это то, что мешает эффективно ООП и вредит нашему мышлению. И в итоге мы имеем процедурное мышление. Мы имеем процедурное, потому что у нас, конечно, куча процедур вокруг нас, мы их вызываем, мы мыслим процедуры. Проблема следующая, это instance of и точка класс. То есть так называемый reflection, я думаю, знаете, что это. Плюс reflection, точнее. Instance of не совсем reflection, но это в том же направлении. Это существование этого функционала в Java и во многих других языках в принципе ломает саму идею ООП, инкапсуляции данных и полиморфизма. Объект должен сам по себе быть целостной структурой, которую создали однажды, и больше никто никогда внутрь него заглянуть не может. Только объект знает, что у него внутри, только объект знает, какого он типа, и только объект знает, что он может делать. В данном случае, если мы вызываем instance of, то мы фактически проводим, я вот у себя в одной статье на блоге писал, мы проводим дискриминацию объекта. Мы спрашиваем, а ты белый или ты черный? Тебе вход возможно, тебе вход невозможно. Мы не полагаемся на его функционал и говорим, мы пропускаем тех, кто умеет, например, петь. Нет, мы сначала спрашиваем, а какого ты цвета? Или а какого ты роста? А, такого? Тогда заходи, а теперь пой. Вместо этого мы просто должны говорить, пой. Он либо поет, либо не поет. А instance of дает нам возможность проводить эту сегрегацию, дискриминацию на вход. То есть сначала мы проверяем, а какого типа к нам пришел объект. То есть идея полиморфизма исчезает. Полиморфизм это когда, я так понимаю, это
когда у нас есть объект, мы не знаем какого он типа, нам совершенно все равно, мы просто говорим ему, что для нас нужно сделать, полагаемся на его функционал, на его свойства. А дальше он сам решает, какого он типа, другого, это его проблемы, как он это реализует. С помощью инстансов мы ломаем эту идею на корню. Мы спрашиваем у него сначала, кто ты, и только потом передаем ему управление. Этого быть не должно. И то же самое точка класс. Как только мы получаем эту метаинформацию из объекта и начинаем его курочить, вот так, доставать из него конструкторы, доставать из него методы, менять эти методы на ходу, на лету. Еще есть даже такая штука, как байт-код модификация, про это я не говорю, но это вообще кошмар. Его просто не должно быть. А вот этот dot-класс, он дает нам возможность влезть внутрь объекта и убрать не только инкапсуляцию, вообще убрать все. Мы в таком случае работаем с ним уже действительно как с куском какого-то кода, с куском данных. Мы прям конкретно трогаем его за этот код, но это неуважительно. Мы не должны так делать. Мы должны ему залазить внутрь и там что-то менять. Но дайте ему возможность поработать. Нет, мы сначала вот так, там что-то подправим в него, а потом мы ответили для нас работать. Ну кто он после этого? Он... Вообще это нехорошо. Ну и проблема последняя из тех, которые я хотел поговорить, там их было больше, но вот это последняя. Это аннотация. Я, может быть, тоже вызову, так сказать, волну негодования, но я считаю, что аннотация в Java это тоже большая ошибка. То есть добавление этой метаинформации к объекту, точнее к классу, добавление этой метаинформации к классу дает нам возможность в Java, точнее провоцирует нас, точнее нас мотивирует на то, чтобы мы функционал объекта раскладывали на две части. Что-то остается в объекте, а что-то выносится за объект. То есть мы написали этот класс, написали функционал, потом приложили к нему аннотации. Теперь есть кто-то, кто эти аннотации со стороны читает и решает, как наш объект будет жить. И решает, какой у него функционал. И решает, что он будет делать в тот или иной момент. Эти аннотации используются, например, для оборачивания объекта каким-то дополнительным функционалом. Или для вообще использования объекта как такого, как вот этот anemic model, то есть такой структуры данных, которая без мозгов. Мы ее просто передаем куда-то, а потом кто-то умный посмотрел, где стоят эти аннотации, и на основании их аннотаций что-то в этот объект вставит. Кто, опять же, объект после этого? Как не просто хранилище данных, у которого ни мозгов нет, ни воли, ни желания, ну, в общем, ничего. То есть он просто ждет, когда в него, наконец, эти данные попадут. Или в него эти данные заберут. То есть идея аннотировать класс, давая возможность кому-то со стороны смотреть на эти аннотации, использовать метаинформацию, она, на мой взгляд, порочна. И быть не должна. Ну вот такие проблемы в Java, так я вижу проблемы в языках. И новые языки, они приносят тот же самый функционал. Создается язык Swift, у него тоже там статические методы. Язык созданный там 1,5 года назад или 2 года назад. То есть речь идет не о старом чем-то. Я не говорю о том, что Java была создана действительно 20 лет назад, как я рассказал в примере. Действительно, статический метод, может быть, был тогда нужен по рыночным соображениям. Просто нужно было эти миллионы программистов и сотни тысяч перетащить на новый язык. Но сейчас зачем? Сейчас зачем создавать язык Swift, который создается корпорациям, которые тратят миллиарды долларов на это там, в месяц, и она за эти миллиарды создает такой же мусор, который был создан 20 лет назад, повторяя те же самые ошибки. То есть о чем это говорит? О том, что идет война, они против нас. Кто победит, не знаю, но пока ситуация такая, пока новые языки приходят с теми же самыми проблемами, приносят нам то же самое, что было раньше. Враг номер 3 – это фреймворки. Фреймворки, сейчас будет несколько примеров, ну, вот я поставил несколько таких названий, я не очень много знаю фреймворков на Java, которые я использую. Ну вот эти фреймворки, я тут JDK даже поставил, эти фреймворки точно большое слово в Java. Я думаю, вы какие-то из них знаете, да, и нам знакомы. Вот они написаны как раз с использованием этих вот принципов, которые я вам рассказал. Как раз у них аннотации вовсю используются, как раз у них статические методы. Допустим, play фреймворк, он вообще там, по-моему, есть на статических методах написано. То есть большое количество этого кода, или, допустим, Apache Commons, вообще состоит, по-моему, целиком из utility классов. Ну, может быть, не целиком, там есть какие-то начинания были, я так понимаю, какие-то добавления, создать что-то более-менее объектно-ориентированное. Но в основном это просто utility классы. Это просто огромные коллекции процедур. Давайте рассмотрим 3. 3 из них я покажу проблемы. Первое. JAX, кто знает такой фреймворк? Это для RESTful API, да. Вот так выглядит код в этом JAX. Вроде бы как бы выглядит хорошо, но давайте повнимательнее посмотрим. Первое. Главная проблема здесь. Я не контролирую создание этого объекта. Я написал этот класс. Я его зааннотировал этими аннотациями. Но я не знаю, кто и когда его создает. Я совершенно не контролирую конструктор этого класса. Его вообще не должно быть здесь. То есть конструктора у меня нет. Если создал конструктор, если это JAX-RS, допустим, на JETS реализован, он просто перестанет работать. То есть мне нужно, чтобы этот класс не имел конструктора. У меня забирают самое главное, что есть в ООП. Это процесс рождения объекта. Процесс рождения объекта у меня забрали. Я теперь не
когда его создает. Это главная ключевая проблема в этом подходе. То есть объекты рождаются где-то из ниоткуда, создаются, и дальше с ними начинается работа. Но конструктор, я не могу создать конструктор. Это кошмар, то есть это не объектно ориентированно. Это просто они меня используют как набор процедур. Они хотят, чтобы я создал класс, они это авторы этого фреймворка. Чтобы я создал класс, в него насоздавал этих процедур, и дальше дал им возможность эти процедуры вызывать. Не я создаю этот объект, не я контролирую, как он создан, не я получаю управление. Никакого управления, это просто набор процедур. Это первая проблема. Вторая. Как получить мне в этом фреймворке контекст, в котором происходит управление? Что происходит? Какой сейчас у нас пришел запрос, какие у нас там есть куки и так далее. Мне нужно добавлять еще методы, которые будут ничем не иным, как сеттерами, через которые этот фреймворк мне вставит туда внутрь этот контекст. То есть я определяю контекст. То есть я определяю сеттеры, потом мой объект будет создан, потом в него сеттерами вставится этот контекст, и дальше произойдет вызов этих процедур. Но это кошмар. То есть это с ног на голову. ООП так возможно так работать не должно. Дальше, обработка запроса от меня полностью скрыта. Я не знаю, как приходит HTTP запрос, я не знаю, что у него внутри, я не знаю, какой HTTP результат я возвращаю. Все, что я могу сделать, это я работаю как такой неодушевленный объект, который действительно только процедура, я выбрасываю этот стринг наружу, я даже совершенно не контролирую, как он будет преобразован в HTTP ответ. Я могу какими-то аннотациями кое-что изменить, например, здесь я могу добавить header, HTTP header, который немного изменит этот ответ. Но я не контролирую, как он будет построен этот ответ, я не знаю, кто его будет строить. То есть все это от меня, весь этот контроль за этой ситуацией у меня из рук забрать. Это хорошо для плохих программистов, да. Для хороших программистов это кошмар. Ну, по крайней мере, мой опыт работы с JAX-RS, у меня даже есть библиотеки, которые над этим JAX-RS работают. У меня опыт был там несколько лет его использования. Он очень негативный. В итоге остается такое послевкусие, что ты работаешь с чем-то, где тебя совсем как программиста не уважают, не хотят, чтобы ты понимал, что происходит, хотят, чтобы ты просто находил и выложил в продажу. Вот такой подход в этом фреймворке. Следующий фреймворк Apache Commons. Это вообще, я уже сказал, это просто огромное количество процедур, которые названы utility классами. Примерно так они называются, там file utils, string utils, digest utils, везде статические виды, везде процедуры. И так вся библиотека. У них есть некоторые направления движения вроде бы как в сторону ООП, но вот видно, что оно было придавлено. То есть они пошли в сторону создания там классов разных, например, для поиска по каталогу. Если вы хотите сделать поиск по директорию, то там идет файл utils.list, и там внутри можно давать такой более композитный объект, который представляет собой фильтр. Вот это, например, одно из таких объектных веток в этой библиотеке. Все остальное процедурно. И они нам это конечно навязывают. Это центральная библиотека для любого Java-программиста. Нет здесь ни одного Java-программиста, который не работает с Apache. Это центральная библиотека, которая нам провоцирует нас на использование таких подходов. И последний пример. Последний пример JPA. JPA или Hibernate. Я думаю, тоже слышали об этом, кто-то использовал для persistence на SQL database. Вот так выглядит примерно, поправьте меня, если я ошибаюсь, я давно уже не писал на JPA, потому что у меня нет сил этим заниматься. Но вот так выглядят примерно эти классы. Вот это вот типичный anemic model. То есть это совсем не класс, это совсем не объект, это просто кусок такой структура данных, пришедшая к нам из языка Basic, который внутрь него JPA, или Hibernate, вкладывает данные, а потом данные оттуда забирает. Реальная работа происходит в Hibernate. Мы совершенно эту работу не видим. Я создавая такой объект, полностью лишен возможности контролировать ситуацию, я полностью лишен какой-либо инициативы. Я вообще не объект, я просто хранилище данных. И JPA это очень популярный фреймворк, который повсеместно, с которого начинаются многие книжки, которые рекомендуются в книжках, которые на рынке существуют как главное направление. И это большая проблема, потому что это наше сознание поворачивает в эту сторону, и мы начинаем делать все свои классы именно в таком ключе. Вот это проблема номер 3. Переходим к проблеме номер 4, и потом я заканчиваю. Мне еще 5 минут. Проблема номер 4 это компания Google. В принципе. Мы ее используем, мы знаем эту компанию, но сколько я видел кода из Google, и сколько я когда-либо поработал с Google, но только с Google, случались такие случаи, были такие случаи. Это какой-то кошмар, что они происходят на Google. И ярким примером является Android SDK. Ну, например, посмотрите на этот класс Activity, в котором больше 200 методов. И это позор, на мой взгляд. Вот весь Android SDK, созданный компанией Google, это один большой позор на Java. То есть его создавали не АОП-программисты вообще. Его создавали люди совершенно далекие. Это были классические процедурные, это даже не процедурные, это просто мастер. Вот весь Android SDK. Я не знаю, если есть Android Developer,
Он написал, ты хорошо, мол, тут все рассказываешь, а я сам не Android девелопер. Ты тут все расскажешь про Java, а ты мог бы нам, для Android девелоперов, рассказать, а нам-то как жить? Потому что действительно Android девелоперы ограничены вот этим SDK, если вы их SDK разрабатываете, ограничены этим SDK, ограничены этим, допустим, классом Activity, от которого вы должны наследовать, который в себе содержит 200 методов. То есть можно забыть все, что мы знаем про ООП, и вот начинать программировать на Android. Это уже не Java, это уже не ООП, это Android программирование. Почему они так создали? Глупые они, или это было специально, или у них были какие-то ограничения, мне трудно сказать. Но в итоге мы имеем корпорации, такие как Google, которые создают крупные продукты, вкладывают в них действительно миллиарды, и потом этими деньгами, как написал мне этот парень на блоге, действительно этими миллиардами долларов нас всех тянут в направлении неправильного программирования. Вот мой последний снят, предпоследний. Время меняться. Я предлагаю меняться, переходить из одного лагеря в другой лагерь. Постарайтесь попробовать взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. Постарайтесь посмотреть на это с точки зрения действительно ООП программирования. Почитайте вот ту книгу, которую я порекомендовал. Сейчас я покажу свою книжку. Немножко рекламы 2 минуты. Да, вот такую я книжку написал, называется Elegant Objects. Ее можно купить, да, для участников этой конференции, она вот по такой цене, обычно она 40 стоит. Вот здесь я попытался изложить все эти... Здесь я попытался в этой книге изложить вот ту самую идею этого квантума, объекта квантума Вселенной, изложить понятным языком Java программиста. То есть книжка наполнена Java примерами. Она не абстрактная, там в ней нет больших каких-то текстовых теорий, она небольшая по объему, но она практически предлагает, как на Java воплотить эти все идеи, которые я сегодня рассказывал. Я не мог пройти, не мог глубже в каждую из них, потому что вы понимаете, материала очень много, а доклад обзорный. Поэтому на этом я закончил. Здесь вопросы, пожалуйста. Есть вопросы? Да. Вот у вас есть такой фреймворк TX, я почитал немножко исходников. Вот. И у меня к вам вопрос появился после того, как я обнаружил там один класс, который нарушает принципы ООП, которые вы здесь разгласили. Знаете, как? Опт. Какой? Опт. Да, есть такой класс. Да. Вот этот класс, он предназначен, в общем, только для того, чтобы защитить от налпоинтеров. Он при создании принимает этот объект, а потом оттуда, изнутри его отдает. Вот как вы прокомментируете? Ну, да, хороший вопрос. Я повторю вопрос, потому что не понял. Действительно, я выступаю против использования null. В Java он был здесь указан, но я не пошел глубже. Наверное, многие просто из вас так согласны, что null в ООП его быть не должно. Должно быть либо объект, либо не должно быть либо exception. То есть мы не должны возвращать null, мы не должны принимать. Это тоже такая центральная проблема, которая существует в ООП и в Java. И вопрос о том, что есть у меня фреймворк, который называется TX, вы можете его посмотреть на GitHub, веб-фреймворк, который альтернатива вот Play, там, Spring, то есть альтернатива веб-фреймворку существующим, который написан весь вот с этими принципами в голове. То есть он был написан, начали его год назад, и он довольно активно сейчас живет, и на нем есть реальные продукты. Все написано с использованием этих принципов. И вопрос был задан правильно, там действительно есть класс, который представляет собой такой, как он выглядит, как такая заглушка решения проблемы null. То есть действительно, когда мы хотим вернуть что-то, а у нас ситуация такая, что иногда мы можем что-то вернуть, а иногда мы можем что-то не вернуть, у нас это получается или не получается, и мы не хотим бросать exception. В этом случае мы возвращаем коллекцию из одного элемента. Ну, есть такой класс optional в Java 7, знаете, был создан, который мы можем создать этот optional, который можно потом позже проверить, есть там что-то у тебя внутри или нет. Мы не стали использовать optional, мы создали свой класс opt специально, для того, чтобы показать, что это действительно не optional, я отвечаю на этот вопрос. В нашем случае это не optional, это не холдер данных, это не хранилище, это не контейнер, который мы передаем, либо пустой этот контейнер, либо с чем-то. Это на самом деле в данном случае у нас, это именно коллекция из одного или менее элемента. То есть у нас, например, происходит такая ситуация, мы проходим приходит запрос HTTP запрос. И мы идем по объектам, которые любой из них может сказать, да, мне этот запрос подходит, я его обработаю. Вот мы отдаем ему запрос, и он нам в ответ возвращает либо коллекцию, либо с обработанным ответом, то есть я обработал, и вот вам ответ, либо пусто, идите дальше. То есть в данном случае это логично, потому что мы не бросаем exception, здесь не надо бросать exception, мы действительно не хотим просто обрабатывать, но мы не хотим делать два метода, которые были сначала спрашивали, а будете ли вы обрабатывать этот запрос? Нет, не будет. Или да, будет, тогда давайте его еще. Поэтому у нас один метод, который возвращает либо пустую, либо не пустую коллекцию. То есть это не совсем решение проблемы с null, это решение вот архитектурной задачи с... Кому интересно, посмотрите фреймворк. Да. Слышно? Слышно. Спасибо за такой немножко провокационный доклад. У меня возник такой вопрос касательно статик методов.
Вот с Java все замечательно, в ней можно перегружать конструкторы для инстанцирования объектов, например. Я разрабатываю на Python, и у меня такой замечательной возможности нет. И чтобы определить инстанцирование объектов, ну, допустим, мы хотим создать какой-то объект из строчки, из файлика, мне нужно объявлять статик метод, который будет заниматься тем, что он инстанцирует этот объект. Как решать правильно проблему вот, термина такого ООП? Вопрос все услышали, да? Ну, никак не решать. Никак. Python, значит, но Python это не очень такой, к нему ООП, на мой взгляд, было притянуто как в PHP потом, то есть он создавался как, если я ошибаюсь, поправьте меня, но, по-моему, создавался и PHP, и Python сначала как скриптовые языки, как типа пиано что-то, а потом в него всунули сверху ООП. Да. Он изначально создавался как объектно-ориентированный, это наследник языка ABC, и концепция у него были заложены. Тогда, значит, я ошибаюсь. Ну, для меня он выглядит такой не совсем объектно-ориентированный. Для меня вообще, вот, если часто спрашивают, давайте отказываться от Java. Для меня Java выглядит как наиболее объектно-ориентированный язык. Несмотря на вот эти вот ее проблемы, выглядит как объектно-ориентированный язык. Все остальные, Ruby, Python, там, Go, Swift, это все, на мой взгляд, значительно менее OOP-ориентированные, сделанные больше как процедуры. Поэтому в случае Python никак, делайте статический метод. Точно так же вопрос часто спрашивают, ну хорошо, а как нам быть, если нам нужно быстро? То есть, например, в Android машина медленная, и нам нужно, чтобы было быстро. Мы не можем создавать 50 объектов, потом передавать в управление, потом нам между собой это будет garbage collection, это будет куча overhead. Давайте мы сделаем один статик метод и все это сделаем в одном таком куске кода, вместо, так сказать, создания комплексного объекта, сложного, вернее, такого размажем этот код, размазан функционал по объектам, потом он будет собираться в композит объект, красиво сделать. Но мы не можем быть медленно, потому что это Android. Ну, ответ только один, да, используй статический метод. Но это только рак. Да. Да-да. Давайте громко я повторю. Мы используем спринт, то же самое, либо GPA, для того, чтобы, во-первых, ускорить раз. Во-вторых, нам рассказывать концепт типа транзакций, либо логирование. Если GPA, то работу с базами данных. Не придется ли это сделать каждый раз? Да, повторю вопрос. Значит, вопрос хороший. Вопрос о том, что у нас есть JPA, у нас есть этот Spring, у нас есть уже решения, созданные рынком, и этим решениям десятки лет или десяток лет. А если мы перейдем на ООП, то у нас придется создавать много чего с нуля, действительно. Нам надо будет делать тоже логирование, или это не просто логирование, много всего нужно будет делать с нуля, потому что мы имеем один подход, нам нужен другой подход. Ответ да, действительно. Да, действительно, надо будет делать с нуля. И я, например, я создал фреймворк, который называется Takes, потому что я этот Spring попробовал, мне не понравилось, скажем так. Потом я Play попробовал, мне опять не понравилось. Потом я Spark попробовал, мне опять не понравилось. И потом я понял, сколько нужно пробовать. То есть я все время буду заложником каких-то решений, которые создали люди, которые далеки от того понимания, которое у меня в голове. Поэтому я решил создать свое. Да, это занимает время? Наверное, да. Решение ли это для enterprise задач, для задач, когда платит заказчик? Я не знаю, надо смотреть. Но надо, может быть, искать какие-то компромиссы. Но это же война, мы не можем победить сразу. Мы за один удар не победим, если нас атакуют уже 20 лет. Мы должны как-то начинать постепенно наступать в обратном направлении. Мы видим, допустим, Apache Commons. Вот вы, например, работаете с этим Apache Commons. Вы видите этот файл YouTube. Но он не такой уж большой. Ну, сколько там строчек кода? Ну, может быть, там пару десятков тысяч. Ну, возьмите свое свободное время и создайте свою библиотеку, в которой будет тот же самый функционал, но только через объект. И все, вы потратите на это месяц, ну 2. Ну, может быть, вы пойдете с ним на рынок, и вас начнут использовать. Сегодня 2 человека, завтра 3, потом я подключу. И мы это так постепенно начнем это использовать. То есть не сидите и не думайте, что да, мы с этим файл utils, теперь поженились на нем, и будем еще следующие 10 лет терпеть это происходит. Нет, мы должны это отвечать. Через open source, да, вот там вопрос. Только громко. Я не услышу уже микрофон. Давайте пока здесь вопрос, пока микрофон. Да. Большие классы это плохо. Статик, утилити классы тоже плохо. Как избавиться от чего-нибудь вроде string utils, без того, чтобы сделать string размером в этот string? Ну, декоратор. Вопрос повторю. То есть у нас есть string utils, у которого есть статические методы, которые, у них там сотни, допустим, статических методов, и каждый статический метод — это маленькая процедура такая. И у нас есть string, такой относительно маленький класс, да, этот string, который мы передаем внутрь этой процедуры, с ней какая-то происходит работа, и нам возвращают, допустим, новый string, который выглядит иначе. Правильно? Да, так оно работает. То есть я передал, сказал, допустим, там, вырежь мне из него там 10 символов, начиная сначала. И мне вернули новый string, в котором действительно 10 символов, начиная сначала. Что сделать вместо этого? Какое решение?
Правильный объектный подход – это мы должны создать новый класс, который называется, я утрирую, который называется строка из 10 символов в начале. Потом мы берем ту строку, которая у нас была, заворачиваем в этот новый класс, декорируем ее. И у нас есть строка, у которой 10 символов в начале. То есть мы под каждый статический метод, под каждую статическую эту процедуру в этом utility класса переведем ее в объект, в новый класс. То есть мы из 50 методов string-utils сделаем 50 классов, каждый из которых обладает своими определенными свойствами. У нас получится не огромный файл с 8000 строк, как мы только что смотрели, а у нас будет 50 маленьких классов. Каждый класс выполняет свою функцию. Я вижу, некоторые из вас улыбаются, когда это, может быть, кажется вам слишком много, но это лучше по коду, это значительно правильнее, это качественнее, и это ООП. Это уже не процедурное программирование, а объект. Вот поэтому такой ответ. Переводим каждый статический метод как минимум в один класс, а то и больше. Возникает вопрос документации. У меня есть string-utils, там есть 100 методов. Не слышал, я знаю, да. Вопрос, что делать с документацией. Действительно вопрос хороший, я его слышу не первый раз. У нас есть string-utils, в нем 100 методов, мы можем открыть этот класс, допустим, в IntelliJ, нажать на string-utils, точка, и у нас выпадают все методы, которые мы можем использовать. То есть достаточно просто, все документировано. Мы находим нужный метод, нажимаем на него, переходим в документацию, мы понимаем, как его использовать. У нас един вход в документацию, string-utils. Нам нужно запомнить одно имя, правильно? То есть мне, чтобы знать, как работать со строками через Apache, я запомнил слово string-utils, все остальное мне помнить не нужно, оно мне подскажет. Да, действительно, так действительно удобно. И действительно под это все заточено. Но это все было создано годами, потому что создавались это utility классы. Другого решения под объект-ориентированную документацию пока не существует, я его не знаю. Вот мы, например, в наших фреймворках, там, в TX, не только TX, мы пишем эти классы, там их много у нас, допустим, там 30 классов, когда даем программисту. И действительно, там приходят люди и спрашивают, а как нам их правильно тут соединить один с другим? Вот получился функционал, который нам нужен. И мы отвечаем, ну соедините их вот так, и даем пример использования. И говорят, точно, так вот действительно правильно. То есть не каждый раз нам приходится как-то вот так вот разруливать. Иногда мы пишем документацию, но действительно единого подхода не существует. Но опять же, я обвиняю в этом тех, кто нас 20 лет подряд загонял в процедурное программирование. Действительно, они нам создали удобные инструменты для процедурного подхода. Да, действительно, одна точка входа, точка, и пошли все процедуры. Но так не должно быть. Они не создали нам другого инструмента. Давайте его создадим. Давайте в это направление идем. Я не знаю как. Я не знаю, как должно быть. Должен быть какой-то механизм, где можно было бы понять, что вот этих 50 классов, их вот в такой комбинации можно сложить. Пока такого механизма я не знаю. Да, точно. Да. Да, громко. Нет. Еще раз. Как быть услышал дальше? Просто хороший. Я сталкиваюсь с исключительными ситуациями в ООП языка. С какими ситуациями? Исключительно. С exception. Ну, exception это хорошая вещь, я ее там не указал. Exception это прекрасная вещь в ООП, она должна быть. И не только в ООП, это просто exception. По-моему, exception никак не относится к ООП. Exception это просто exception, который хорошая идея в программировании, действительно, чтобы в каждом случае не решать проблему с ошибками, бросать эту ошибку на самый верх, она должна долетать до самого верхнего уровня и там попадать на конечного юзера, там какого-то еще. Поэтому я полностью за exception и считаю, что они должны присутствовать. Зачем-то или за рантайм? Ну, я за checked exception, в принципе. Я считаю, что вот эта идея checked-unchecked, она, у меня есть статья на эту тему, не будем сейчас глубже даваться, но я считаю, что должны быть только checked exception. Unchecked не должно быть. Это мой такой подход. И у меня есть объяснение, почему, сейчас не буду. А то это еще 2 часа. Так, минуточку. Давайте больше не спрашивать. string-utils. Вот вы говорите, string-utils, исключить все методы в объекты или в массу объектов. Но вот если с точки зрения использования, да, то есть вы пишете string-utils, у вас сразу выпадает все методы. Если вы заворачиваете все в пачку классов, то такой функции у вас не будет. Вам нужно перепомнить, что каждый класс, вы обучаете скорость работы, у вас нет. Понимаете? Так как вы написали оп, быстро, а так что предлагаете? Ну, конечно, я только что об этом сказал, да, вопрос про документацию. Ну, действительно, я пока ничего не предлагаю. Не документация, а скорость. Просто скорость набора все Ну, выбрать. например, да, я отвечу. Что я предлагаю по скорости набора? Действительно, быстрее будет, если мы напишем string-utils.trim, и там 3 минус строку, все. Может быть, в будущем появится функционал, я предполагаю, фантазирую. Например, в том же самом IntelliJ. Я начинаю писать, там, например, new string, и оно мне сразу подсказывает, во что я этот стринг могу завернуть. Сейчас нужно свой SDK, то есть свою, SDK, короче, свою среду работать, свою древнюю. Ну, потому что я говорю, что этот IntelliJ, или там Eclipse, или NetBeans, или все эти среды были созданы со старыми подходами, с идеями не объектов. Действительно, мы не можем, они сейчас плохо под это работают. Если мы все начнем двигаться в сторону ООП правильно, то появятся эти среды, которые или IntelliJ поймет, что нам это нужно, и начнет этот функционал добавлять.
Тогда можно сделать просто на базе Eclipse SDK свой IDE. Можно, давайте сделаем вместе. Кто знает Eclipse SDK? Я не люблю Eclipse, но в принципе да, как-то так это произойдет, я надеюсь. Есть маленькое уточнение. В любом случае, я не знаю, насколько вы ориентируетесь на дополнение именно умное в средах разработки. Когда вы работаете с языком уже 4-5 лет, я не знаю, разве что вы не проснулись, не выпили кофе, вы ищете какую-то нужную функцию. Все стандартные, вы в принципе вот так вот. Вам даже мешает подсказчик чаще. Ну, есть такой взгляд, да. Я, например, очень стараюсь запоминать обычно, я использую эту точку и стараюсь, потому что было автоматически. Поэтому для меня проблема существует. Ну, есть люди, которые помнят, а есть люди, которые вообще в VR. Просто вариант, когда вы оборачиваете в объекты все это, вы за год запоминаете очень хорошо подход и стандартный набор, который вы используете чаще всего. Это да. То есть это только небольшой порог в обучении и вхождении. У меня есть одно замечание. Егор, два вопроса. Нормально будет, да? Окей? Два Еще вопроса? два вопроса, да. Самый какой-то. Да. Как быть уже был, давайте что-нибудь еще раз. Здесь есть ближе. В том же. Здравствуйте. Вот мне надо, например, рассчитывать синус угла. И в совершенно разных точках приложения, то есть, ну, я не могу сразу сказать, в каких классах. Оно размазано по всему приложению, расчет синуса угла. Вот я навряд ли где-то буду переопределять этот метод, потому что, ну, как бы, синус 90, он везде одинаковый. Вот имеет ли смысл использовать вот эти классы для именно таких случаев? Ну, я понял, просто повторю, есть у нас класс Math, Java, Lang, Math, да, в котором есть, вот, допустим, математические функции, например, синус угла, или, например, там, я не знаю, что там, ну, масса математических, там, здесь есть что-то степень. То есть, действительно, вопрос, это вопрос больше из практики, наверное, вот как мы, зачем нам нужно повторять эту функцию, не так, зачем нам нужно вводить класс отдельно, да, для расчета синуса, если у нас, если можно использовать utility метод, правильно понимаю? Ну, зачем, вот мы говорили про статические методы, да, я сказал, какие они создают проблемы. Технически ответа на вопрос «зачем» не существует. То есть я не могу сказать, зачем это делать. Можно и так, работать будет так. Это вот те самые два флага, которые вот, про которые я говорил в начале. Действительно, работать оно будет, этот синус, действительно он посчитается через статический метод. Оно работает, значит это хорошо. Но есть другой подход, когда мы начинаем, все мы, или я, сидя перед своим кодом, и начинаем мыслить объектами. И каждый раз, когда мне нужен синус, я говорю, где мой new пробел синус? Где мой класс синус? Я не начинаю искать, где мой метод синус. Я начинаю смотреть, а есть ли у меня класс, который представляет для меня интересы синуса? Вот такая у меня мысль должна быть в голове. И я говорю, так, такого класса нет. Я сейчас создам класс, который синус. Не процедуру сейчас себе нарисую вот здесь, и расшариваю по всему коду, и назову это Java, хотя это C. А я начну мыслить классами. Я создам класс синус, от которого будут создаваться объекты, которые будут представлять интересы синуса угла 90. То есть это вопрос мышления, вопрос философии. И вот, больше никакого ответа. Я не могу практический ответ дать, сказать зачем, потому что это работает там быстрее. Потому что на самом деле он еще и работает медленно. То есть на самом деле этот объект он еще и медленнее работает. Синус действительно быстрее посчитается как статический метод. Но если это синус, то да, в случае синуса может быть пойти на компромисс, если вам нужна скорость, и напишите статический метод. Но если вы все будете писать статическими методами, вы в итоге получите string, запятая play, запятая JAX-RS и все эти библиотеки, и в итоге вы будете вот иметь эти классы по 8000 штук. Последний вопрос. Да. Я так понял, темперамент это здорово, да? Да. Вот, допустим, у меня есть в системе сущность там пользователя, да? Чтобы мне ее прологировать, мне надо сделать декоратор, грубо говоря, пользователь с логированием, да? И так у меня вот на все объекты. То есть, если я хочу что-нибудь отключить у себя в системе, то я должен буду там по 50 объектам, пробежаться и применять, да, вместо одного места. И обратно так. Это выглядит не очень здорово. Ну, это выглядит действительно не очень здорово, потому что может быть действительно много классов таким образом создано, но я отвечу здесь точно так же, как вот с этой проблемой документации. Действительно, пока в Java нет удобных механизмов, где можно было бы делать такие как бы темплейты классов, что ли, где можно было бы такой похожий функционал, действительно не копировать классы и дублировать код, а написать, например, класс, который можно было бы применять к похожим образом к объекту. То есть, короче, мой ответ, действительно это не очень красиво будет выглядеть сейчас, если вы так будете делать в Java, но если подумать дальше, то что-то появится в языках, в том числе в Java, я надеюсь,
что можно это дело упростить. Например, в Kotlin есть такой язык, свежий сейчас, в котором что-то такое похожее в этом направлении они пошли. То есть они дают возможность, я не буду говорить точно, но я там была на той презентации, там показывали, как можно удобнее сделать, избежать дублирования одного и того же текста в класс. То есть действительно, если мы написали один декоратор для класса А, а потом другой для интерфейса А, потом другой декоратор для интерфейса Б, и они делают абсолютно одно и то же, то у нас inevitable, то есть неизбежное дублирование кода имеется в этих двух классах. Да, но это проблема от Java, она не дает нам возможности, я так понимаю, никто просто не задумывался над этим раньше. Они идут вперед, Java 8, Java 9, вводят какой-то новый функционал, а об этом не думают. Ну, о таких вещах, потому что это, наверное, мало кому нужно. Но в данном случае, в текущей ситуации, да, это будет выглядеть не очень красиво. То есть пытались находить какие-то компромиссы. Но я же говорю, война идет, мы только начали. Давайте шаг за шагом. Все, наверное, да? Вроде как. Надо говорить. Вроде как объектно-ориентированный. Стринг. Да. Еще раз, я теряю куски текста теряю. Есть стринг, да? Есть стринг, да. Я не услышу, так. Давайте позже, да. Я теряю что текст, к сожалению. У меня есть предложение. С вашего позволения, конечно. У нас уже готов кофе. Мы можем пока остановиться, дать Егору передохнуть немножко и пообщаемся с ним в кулуаре. Да, мы можем после пообщаться. Спасибо вам большое. Еще раз вам большое спасибо. К слову, в ближайшие 20 минут у нас перерыв на кофе. А впоследствии мы разделимся на два потока. Первый поток будет проходить здесь, а второй будет немножко за нами. Я думаю, вы найдете плату время. Поэтому в первом потоке следующим докладчиком будет Никита Волков. Еще маленькое объявление, точнее. Через 5 минут можно будет мороженое покушать. Наслаждайтесь.